Истории инки из Лапландии. Шаманка Инка и камень солнца. Наследие предков. Часть 3. Когда шаманка Инка вознеслась в небесные царства, ее окутал волшебный свет, переливающийся всеми оттенками радуги. Он мерцал и танцевал, словно бабочки, исполняющие древний танец. Перед ней, словно выросший из сияния облаков, возник древний храм, утопающий в золоте высоких колонн. Его стены дышали вечностью, а купол отражал звезды, будто сам небосвод склонился к нему. В самом сердце храма возвышался оленей бог. Его рога мерцали золотом, словно теплый свет солнца, а глаза были глубокими, как сама вечность, отражая в себе бесконечные тайны Вселенной. От него исходило величие, мощь и безмятежность, словно само время склонилось перед ним в почтительном поклоне. «Добро пожаловать, Инка!» — произнес он голосом, подобным эху ветров, несущих древнюю мудрость. «В твоих жилах течет и моя кровь, ибо я, оленей бог, отец твой. Ты пришла, чтобы вернуть солнечный камень, но прежде я должен рассказать тебе об этом священном камне». Оленей бог медленно приблизился к Инке, заглянул ей в глаза, и в тот же миг мир вокруг замер, время перестало существовать. Инка ощутила, как через ее душу струится древняя магия, тихая, сияющая, словно дыхание звездных миров. Вселенная закружилась перед ее глазами дивным хороводом, вплетаясь в бесконечную нить судьбы, времени и пространства. Ее разум наполнился мудростью веков, а сердце — светлой силой и отвагой. В этот миг она поняла, ее истинное предназначение только начинается. Она впервые ясно осознала, почему ее называют детем земли и неба. Ведь сама земля даровала ей корни и силу, а небо — бесконечную дорогу света. И потому небеса всегда отзывались в ней чем-то родным, словно шепот предков, зовущих домой. Давным-давно, в легендарные времена, когда тундра была в объятиях вечной тьмы, а единственным светом на небосводе были северное сияние и далекие звезды, начал свой рассказ оленей бог. Твой народ жил в глубокой мгле, где день и ночь сплетались в одно целое. Но однажды появился юноша, отважный и чистый сердцем. Его смелость озарила мир новой надеждой. Этот герой принес своему народу величайший дар — солнце. Солнце, подарившее свет, тепло и радость, изменившие судьбу людей навеки, восхищенное небывалой отвагой юноши, даровало ему волшебный солнечный камень. Продолжил оленей бог, его голос звучал, словно древняя песня. Камень, свет которого мерцал, как живое пламя небес, и никогда не угасал. Юноша стал первым хранителем солнечного камня. После его смерти камень перешел к его дочери, затем к ее дочери. И так продолжилось из поколения в поколение по линии женщин их рода. Ты, Инка,
была последней в этом священном ряду хранительниц, пока камень не исчез. Когда я встретил твою мать, она уже была хранительницей солнечного камня, и я полюбил ее всем сердцем. Наш союз был благословлен звездами, а свет камня озарил наш путь. Но судьба распорядилась иначе. Темные силы, завистливые и жадные, разлучили нас. Когда я покинул вас, жену и тебя, дочь моя, и отправился сюда, в небесные царства, я вложил часть своей силы и света в этот камень. Солнечный камень не просто оберегал вас, он говорил с вашими сердцами, учил понимать язык звезд и ветров, помогал исцелять раны и заглядывать в будущее. С каждым днем он становился не просто даром, но частью вашей души. Твоя мама носила этот дар с любовью и почтением, зная, что он не просто реликвия, а частица великого света, соединяющего землю и небо. Когда настало время, солнечный камень перешел к тебе, но зависть и коварство пробудили темные силы, жаждущие заполучить его могущество. Но знай, дорогая дочь инка, хоть камень находится в плену тьмы, его свет не угас. Он ждет тебя, истинную наследницу, чтобы разорвать паутину чар и вновь осветить мир живых. Твоя связь с солнечным камнем неразрывна, ведь в тебе течет и моя кровь, и кровь древних предков. Инка, тронутая глубиной сказанного ее отцом, почувствовала, как древняя сила пробуждается в ее душе. В ее сердце разгоралось пламя решимости, и она знала, какой бы сложной ни была дорога, она найдет солнечный камень и вернет его в свой мир. «Скажи мне, отец», — спросила Инка, ее голос дрогнул от предчувствия, «как я могу отыскать солнечный камень?» В бескрайних просторах небесного свода, где звезды сплетают узоры судеб, сокрыта древняя пещера, обитель хозяйки теней, женщины-паука. Путь к ней пролегает через долину теней, место, где реальность и иллюзия переплетаются в таинственном танце. Твой путь, инка, будет окутан туманом неведомого, произнес оленей бог, и его голос звучал словно ветер, шепчущий древние тайны. Но не бойся, в глубинах твоей души хранится мудрость веков. Когда перед тобой предстанет женщина-паук, ее глаза будут мерцать подобно звездам в ночи, заманивая в свои сети иллюзий. В ее лапах будут тонкие нити, из которых рождаются сны и кошмары,
словно целые миры из тьмы и мрака. Она будет шептать тебе слова, и ее голос окажется обманчиво сладок. Она испытает тебя, вплетая образы прошлого и будущего, стремясь сбить с пути. Чтобы противостоять ее чарам, я дарю тебе золотой рог, сказал оленей бог, протягивая сияющий артефакт. Этот рог наполнен древней магией, силой и мудростью многих поколений. Когда тьма и обман окутают тебя, и внутренний свет едва замерцает, поднеси рог к губам и вдохни глубоко. Его звук развеет иллюзии и напомнит тебе о свете, что горит в твоем сердце. Инка приняла рог, ощущая, как его тепло разливается по ее ладоням, словно живое существо. Оленей бог улыбнулся, в его взгляде было что-то древнее и вечное. «Используй этот дар с верой и решимостью, моя любимая дочь. Пусть он станет твоим проводником в мире теней. Звуки, что польются из рога, будут чистыми и ясными, как утренние звезды. Они рассеют туман лжи и сметут все иллюзии. Рог откроет перед тобой истину, и даже самые коварные сети паутины не выдержат его мелодии. Пусть его золотое сияние и чистый звук напоминают тебе о силе, которую ты носишь в себе, и о том, что правда всегда найдет путь, как бы ее ни пытались скрыть, произнес оленей бог и исчез. В этот же миг небесный свод раскрылся перед Инкой, и путь к долине теней осветился серебряным светом.